Сири, какая температура? Погода минус 47 градусов. Температура воздуха в Антарктиде составляет минус 26, минус 20 градусов Цельсия, а здесь от минус 45 до минус 47 градусов по Цельсию. Мы не привыкли к такому морозу, поэтому мы кашляем. Здесь очень сухой и холодный климат. Здесь живут достаточно много людей, около 300 тысяч жителей. Якутск – столица Республики Саха, автономной области в России, расположенной в 450 километрах от Северного полюса. Поскольку это место является самой северо-восточной точкой Сибири, оно очень сильно изолировано от остального мира. Температура на улице около минус 50 градусов, температура кипящей воды 100 градусов. Как видите, она мгновенно превращается в кристаллы льда. Рекордно низкая температура в этом регионе – минус 71,2 градуса Цельсия. Такое чувство, что город находится на другой планете. Если оставить банан на улице, он тут же замерзнет и превратится в камень. Люди не могут носить очки в металлической оправе, потому что металл может прилипнуть к коже, и если они захотят снять очки, придется снимать их вместе с кожей. Это кусок мяса, который очень похож на человеческую плоть. Давайте приложим его к металлическому столбу. Это водопроводные трубы, и они прокладываются над землей, потому что под землей лед. На самом деле под городом вечная мерзлота толщиной 30 метров. Смотрите, река полностью замерзла. В советское время тех, кто выступал против сталинской политики, ссылали в район Республики Саха, ссылали политиков, бизнесменов и других несогласных. На самом деле многие из тех людей, которые живут в Якутске, их внуки, так что это место когда-то было краем изгнанным. А сегодня тут процветает жизнь. Я бы сказал, жизнь в ледяном аду. Здесь раскрываются границы человеческой природы. Сколько бы вы ни укутывались, все равно не удается сохранить тепло. Зима длится 6-7 месяцев, и за это время вы не сможете сесть за руль своего автомобиля. Но если вы все-таки захотите прокатиться, ни в коем случае не глушите двигатель. Например, в этом заведенном автомобиле никого, абсолютно никого. И таких машин сотни. Нельзя глушить двигатель на улице, потому что автомобиль быстро остывает, покрывается льдом, в двигателе замерзает масло. Посмотрите сюда. Скорее всего, владелец этого автомобиля решил пока не пользоваться им. Если заглушить двигатель на 20 минут, то можете даже не пробовать заводить снова. Вот еще одна замерзшая машина, которая будет стоять здесь до лета. А эта машина заведена, да? Посмотрим, есть ли кто-то внутри. Как и думал, никого. Вы только представьте, какая это огромная трата энергии. К счастью, Россия – страна достаточно богатая ресурсами нефти и природного газа. Посмотрите, но даже так выхлопные газы замерзают. Вот насколько здесь холодно. Для защиты предусмотрены специальные чехлы, но иногда и этого недостаточно. И люди, которые могут себе позволить, держат свои автомобили в отапливаемых гаражах. Поскольку автомобили постоянно запущены, над городом висит густой слой выхлопного дыма. Дальность видимости часто ниже 60 метров из-за смога. Дома здесь строятся по другому принципу. Их возводят на столбах, потому что земля покрыта льдом, который может двигаться. Ветхие дома начинают перекашиваться после 10 лет эксплуатации. А все потому, что количество льда либо увеличивается, либо уменьшается. Такое чувство, что тебя колят иголками. Самое худшее, что может случиться, это получить обморожение. Учитывая, что холодильник работает при температуре около 4,4 градуса, а морозильник при минус 20, можно с уверенностью сказать, что здесь везде работает высокотехнологичный морозильник, так как температура здесь минус 50 градусов от Цельсия. Поэтому некоторые хранят ягоды или мясо, просто вывешивая за окно. Получится ли сделать санки из этого полотенца? Для съемок я снял перчатку всего на минуту, а рука теперь отваливается от холода. Мои ресницы тоже замерзли. Попробую убрать льдинки. Если находиться на улице дольше 15 минут, можно получить обморожение. Будет затруднено дыхание. Озноб, начинающийся с боли, похожей на укол иглой. Обморожение, за которым следует потеря чувствительности. Все это может привести к смерти.
Девушка сняла перчатки всего на 5 минут, чтобы снять меня, а кончики ее пальцев мгновенно побелели. На микрофоне и камере появилось предупреждение. Они работают неправильно. Да, камера тоже. Смотрите, крышка замерзла. И телефоны тоже не работают. Пару минут назад ее батарея разрядилась примерно на 10%, а потом он вообще выключился, хотя был полностью заряжен. Позади меня находится кладбище. Толщина льда под моими ботинками составляет около 30 метров. И эта ледяная масса под городом не тает даже летом. Так как же хоронят людей? Собирают уголь и жгут его в течение 2-3 дней. Как только уголь сгорает, глыбы льда тают, и его можно достать с помощью лопат. А потом можно выкопать могилу на глубину 2-3 метра. Подозреваю, что тело человека, умершего 100 или 200 лет назад, скорее всего, очень хорошо сохранилось. 20% от общего объема мировых запасов алмазов находится в Якутске. Кроме этого, здесь можно найти все элементы периодической таблицы Менделеева. На территории Якутии сохранилось много окаменелостей мамонтов и динозавров. В этих местах, где когда-то бродили мамонты, до сих пор по мере таяния льда обнаруживаются их сохранившиеся останки. В этом регионе люди не занимаются сельским хозяйством, они ловят рыбу. Одной из важнейших особенностей местного рынка является то, что рыбу выставляют на открытых прилавках, а не в холодильниках, так как на улице гораздо холоднее, чем в любом холодильнике. Кусок мяса, оставленный снаружи, сохранит свою свежесть. Здесь также продают замороженных кроликов. Они часто используются в готовке, как и утки. Канины – еще один распространенный вид мяса. Эта рыбеха весит около 20 килограммов. Они берут эту рыбу целиком, выносят ее на улицу и едят в течение нескольких дней. И это тоже продают. И она никогда не испортится. Его уши вообще не двигаются. Сколько часов в день вы работаете? Ну, мы примерно 8 часов. А сколько лет вы так работаете? Уже, наверное, лет. Сколько слоев одежды на вас? Вот кофта. И вот такие эти. И вот. Они становятся на меховые подстилки, чтобы не отморозить ноги. Якуты – тюркский народ. Они составляют большую часть населения. Около 38% жителей – русские. Хорошо, до свидания. Здесь живут только такие собаки. К сожалению, коты тут не выживают. Только млекопитающие с очень густой шерстью. В машине двухкамерное стекло. Таким образом, когда машина прогревается, тепло остается внутри. Самое страшное – сломаться в дороге, потому что можно умереть от обморожения. У вас есть лишь 30 минут, чтобы починить ее, иначе моторное масло замерзнет. Если люди застрянут в сельской местности без связи, у них не останется шансов, кроме как замерзнуть насмерть в течение нескольких часов. Именно поэтому у каждого водителя всегда с собой ящик с инструментами. Мы добрались до деревни на собачьей упряжке. Во время поездки я чуть не лишился уха, потому что оно не было укрыто от холода и ветра. Было очень больно. Мария приняла нас в своем доме. Теперь мы узнаем больше о загадочных якутах. Видите? Толщиной в мой палец. Я не чувствую уха. Оно совсем онемело. Посмотрите на другое. Намного тоньше. Лошади здесь намного ниже ростом, чем обычные. Их специально вывели такими. Благодаря небольшому росту они гораздо лучше удерживают тепло. Меньше площади тела, меньше забот. Они дали нам свою одежду. Мы закутались. Если обратить внимание на замерзшую лодку, то можно догадаться, что мы идем по замерзшему озеру. Стараемся ударять под прямым углом. Мы только что просверлили здесь отверстие диаметром 50-55 сантиметров. Коровы придут на водопой. Нужно только убрать разбитый лед. Через сколько вода вновь замерзнет? Коров в этой деревне зимой всегда держат в коровнике. Неужели им не бывает холодно? They do, of course. That's why they don't spend much time outside. Что там у меня? Your ear got frostbitten. If it lasted longer, it will be very dangerous. Пришлось бы отрезать. If they cannot save it, they can cut it because the cells are dead. For your ear, it's a traditional Yakut medicine. Fat of
bear. Медвежий? Yeah, my father took it from hunters. Oh. Yes, this will help frostbitten, and also if you burn it. Если вы посмотрите на него сзади, вы поймете, о чем речь. Оно сильно опухло. Они говорят, что это обморожение. Я бы лишился уха, если бы провел на улице больше, чем 15 минут. С природой шутки плохи. А какая самая низкая температура была в вашей жизни? The coldest temperature is -71 Celsius. Когда вам холодно? If I have good clothes, if I have enough clothes, before -40 it's not like real winter temperature for me. -41, -48 it's like fine. Below -48 it's cold, and below -52 it's very cold. And every degree feels. The funny thing is like cold weather feels like fire, like burning. Да, согласен. Теперь мое ухо горит. Чувствую, оно как будто раскалилось. Sometimes people drink too much and they fall asleep somewhere outside. And one night outside, some people didn't have proper clothes and they went to the woods and their car broke down. They couldn't call someone because no phone service. Yeah, and it ended. А что вы думаете о природе? Whole lifestyle of Yakut people, of Sakha people, it's taking care of nature, respecting it. Early childhood, me and my family, we used to go to the woods to fish, to hunt. It's just a part of our life. And we always remember that we are not the owners of this land. We are just guests. For example, we always make a ritual. When we go to pick some berries, we always take a little food with us. We leave it on the ground and say, nature, please share with us. Please give us some food. It's for the master of that land, for the spirit. Вы верите, что у природы есть дух? Yeah. For example, when we go to the forest, you shouldn't speak loud because you can disturb the spirits. You shouldn't drink there, have fun there, throw the garbage. Don't disturb, don't destroy. Yakut religion is not something which is written in a book or there is a church. Like, there is one center of our religion, but it's not something that, like in other religions, that we do every day. We should pray. We don't do something like that. But it's in our mind. It's in our lifestyle, and it's all related to nature. Вы благодарите природу вместо Бога за то, что у вас есть. The gods are nature. Our gods are like part of the nature. Теперь понял. Почему бы вам не переехать на юг, туда, где тепло? Потому что жизнь при таких температурах подобна пытке. It's a torture for you, but not for us. The first reason is my family. Like, my family is here, and for me, the best is to be close to my parents, to my brothers. And secondly, I like the nature here. It's very pure. For me and for my future children, breathing fresh air, it's very important. Third, because of our culture, I want to preserve our language, our traditions, and give them to the next generations. В Якутске бывает лето. В июле среднесуточная температура составляет около 19 градусов. Из-за глобального потепления вечная мерзлота тает, и проявляются останки мамонтов. Но также появляются вирусы, с которыми человечество еще не сталкивалось. Когда европейцы мигрировали в Северную Америку, грипп, который они привезли с собой на континент, убил большинство коренных американцев, которые веками находились в изоляции. Грипп не убил нас, потому что у нас была крепкая иммунная система. Точно так же забытые болезни, к которым у нас нет иммунитета, могут проявиться с таянием льда в этих регионах, и человечество может столкнуться с очень разрушительными последствиями. Вы посмотрели первый эпизод документального фильма «Повторное открытие».